Всем привет! С вами Костян и Евгений. Мы уже отведали блюд морских в нормальном ресторанчике, а сегодня Евгений запросился на местный колорит. Ну куда ж еще отвезти человека-туриста, как не в Крапницу? Отведаем местного колорита? Конечно, попробуем все. Давай, поехали. Жень, первым делом, вот мы засели. Это, надо сказать, с трудом засели, потому что эти столики как раз-таки для местных. Вот твои впечатления по поводу столиков для начала. Для начала сидеть как бы нормально, а если часа через два, то это просто будет реально не встать. Это я с тобой согласен. Второй момент. Вот мы сидим с тобой, ты вот сейчас соус выдавливал, я тебе говорю, а шкурку, значит, вниз под стол кидай. Твое вот первое ощущение по этому поводу? Ну, первое впечатление, это как-то, для кто приезжает для туристов, это немножко дико. Потому что видите, обычно люди убирают куда-нибудь, аккуратненько там мусор. Ну да, под столиком стоит что-то. Да. А так они просто кидают под стол, и у них под вечер там метра два вот этого всего аж выгребается из-под стола. Это правда, это действительно правда. Но здесь как действует? Я уже много раз это рассказывал и показывал. То есть вы закончили, под столом у вас огромнейший срач, но тут же налетают местный персонал, который все это в 2 минуты убирает, все сматывает, подметает. И через 5 минут у вас новые столики с хорошо протертой поверхностью, с убранным полом и как бы все заново. Но вот так вот у них здесь сделано. Я не знаю, почему сложно поставить ведерко, куда ты будешь это все просто бросать. Тем более это все поставить, убирать уже не надо, просто убрал, и у тебя постоянно чистый стол. Мне тоже это непонятно. Ладно, самое главное, это, конечно же, еда. Давай приступать. С чего? Нам уже первые 3 блюда, как вы видите, принесли. Жень, выбирай, начинаем. Попробуем с гребешка. Гребешка. Давай, я тоже тогда хватаю. С ноги не снято, но обычно. Они... ну можно да. Соусом, да. А я и так, наверное. Свежий гребешок, луковая шапочка, очень вкусно. Это вкуснейшая вещь. Действительно, здесь стоит ее пробовать. Она крайне дешевая. Ценники везде будут появляться. Здесь, приходя в Крапницу, на ценники вообще можно не обращать внимания. Потому что вот менюха, здесь их даже не указано. Но вы будете знать, что объевшись морепродуктами, вы здесь заплатите очень и очень мало. Поэтому это место крайне популярное как среди местных лоукалов, так и среди местных именно конкретно жителей. Они действительно молодцы и готовят классно. К гребешку вообще что? Идеально сделано. Да? Кто приезжает, советую всем на самом деле попробовать. Свежак. Давай поедим гребешка и приступим. Ну, наверное, так и пойдем, да? Ну, Жень, морской черенок. Давай. Я сначала выдавлю соусец. Ты-то уже это сделал. Вот так. Ребят, не обращайте внимания вот на это, потому что, так надо. Иначе мы захламим здесь весь стол, а по-другому у нас и не получится. Попробовал уже, нет? Да. Мои свежайшие. С песочком. Не встречается у меня. Да, есть немножко. Вы знаете, в этот раз, я-то уже здесь несколько раз был, я могу тебе сказать следующее. Песка действительно довольно много в этот раз. Обычно поменьше. И зачастую у них они еще немножко посвежее. Сейчас, как тебе сказать, может быть, я даже скажу из заморозки. Может быть. Тебе виднее. Потому что это на пару с лемонграссом. И здесь, Ром, давай тоже, согласишься ты со мной, что это из заморозки или нет? Мне кажется, все-таки либо это вчера во льду, но это не то, что сегодня с утра выловлено. И знаете ли, живые нам сейчас кинули на пар. Это не живые, кинутые на пар. Это однозначно. А вот насколько долго они там были в заморозке, я не берусь сказать. Роман, по поводу черенков. По вкусу, как обычно, это насыщенный морской вкус. Он мне очень-очень резиновый попался. Может быть, это как раз из-за того, что они были заморожены. Зацени еще один. Знаешь, вот мы уже по несколько, как говорится. Давай я тоже вот
какой-нибудь возьму. Нет, с ними все в порядке. Это ни в коем случае, знаете ли, там не испорченное что-то еще. Это, ну, придираться, если могло быть и посвежее. Я вот так скажу. О, а здесь песка нет. Ну, почти. Но он резиновый, да. Вот просто резиновее, чем обычно, а по вкусу один в один, как всегда. Жень, по поводу песка. Я часто говорю, люди, здесь с песочком, который на зубах хрустит. Вот твои ощущения на этот счет. Слушай, я особо его не почувствовал, мне больше почувствовал в перец, как бы больше специй. Ну, и то, что остается на зубах. А так, если можешь особо по минимуму. Больше по Ну, то есть ничего такого ужасного, противного, нет, знаешь, как лопатой дворник с утра по асфальту, там вот это нет. Очень достойное блюдо, как бы всем советую. У нас здесь девушка за кадром. Маш, пробуй, тоже составляй свое мнение. И по гребешкам давай, и по, соответственно, черенкам. А мы следующим делом попробуем вот это. Маш, мнение по гребешку и потом по черенку. Ну, гребешок, немножко вот эти шкварки отдают свининой, наверное, да? Я бы лучше поела там на пару, например, в чистом виде. Вот. Ну, а так, в принципе, съедобно. Но мне кажется, вот эта свинина немножко перебивает все-таки вкус. Я бы лучше чистая Тут поела. я, наверное, даже соглашусь. Ладно, здесь свинины нет. А черенки, ну, прикольно попробовать, но я ожидала немножко другого от них. Более морского. Ну да. Более да, такого думаю, выраженный вкус будет. Как-то. Согласен абсолютно, потому что это опять же к вопросу о том, что я говорю, такое впечатление, что они были немножко здесь подзаморожены. Это не тот самый живой черенок, который кинули на пар, либо на гриль, и, знаете ли, дождались, когда он раскрылся и подзакипел, и после этого сразу же ты пробуешь. В этот день меня черенки немножко разочаровали. Это же обычное совершенно здесь блюдо. К нему претензий нет, но у девушки более тонкий вкус. Это надо учить. Ладно, давай кальмаров. Они с кишками. Ты в курсе? Да. Да. Ну давай с кишками, поехали, хватайся. Ой, господи. Я тоже кишочки не очень люблю, я вот так вот делаю, а дальше... Смотри, Ромка меня научил. Оп. Крабница меня сегодня разочаровывает откровенно. Прям откровенно. Это замороженный, размороженный, перемороженный кальмар, который резина. Они нам скармливают то ли вчерашние остатки, то ли не пойми чего. Обычно, ребят, обычно, я здесь заступлюсь за крабницу, обычно у них все намного свежее. Сегодня это, ну, просто какой-то, знаете ли, обычный, закусывательный, спортбаровский кальмар. Там, где похрен людям, что есть. Для меня это странно здесь такое встретить. Ну ладно, твое мнение. Да, ты прав, немножко резиновый. Не то, что ожидали. Мы же кальмаров пробовали. Кальмаров, Помнишь, да? Да. Вот они на пару, когда крулеши, Да, вот да, эти да. вот, и какой он был. Нежный, хрустящий, а это как-то не он тянется, как резина. Я до сих пор жую. Я тоже. Собственно, и ты тоже. Роман, как любитель там со всеми кишочками, мешочками, пробуй, говори. Но я разочарован. Сегодня как-то странно. Жень, траву ты уже попробовал. По поводу нее ты говоришь кинза. Охота, да, вкус один в один, как у кинзы. Ну, ладно, у каждого свой вкус. А насчет зеленого манго. Это здесь продается, как, знаете ли, закусочка. То есть обычно ты ровно ту же самую соль, либо этот соус. И вот так. Это именно что закуска. Единственное мнение, то что
Я знаю, что манго два вида. Ну, обычная манго, только два вида. Если зеленая, это овощ. Если спелая, это фрукт делится. Ну, по крайней мере, в магазинах так считают. Ну, я не против. Но это как сырой, да, как на закуску идеальная. Ну, если, допустим, что-нибудь закусывать из морепродуктов, это идеально. Она немножко кислит и хрустящая. Ну, как обычная незрелая манго. Ты говоришь, как обычный зеленый манго. Будто бы народ у нас... хотя нет, может быть, зеленый и обычный манго и пробовали, потому что у нас вечно довозят все недозрелым. Да. Короче говоря, это так называемый салатный, да, который с кислинкой, Да. который твердый, и вот его исключительно на закусь пробуют. А то, что ты говоришь, фрукт, это, соответственно, уже мягкий. Это зрелый мягкий. Да, мягкий, зрелый. По поводу, что их два вида, тут Женя, конечно, махнул, так скажем. Вот где-нибудь здесь появится ссылочка. У меня обзор там на многие виды фруктов. И, по-моему, 5 видов манго разных. 9. Да? Ты смотрел? Нет, я рассказывали до этого и гуглил. Ну, может быть. Но у меня обзор, по-моему, на 5 видов именно манго. Там круглый, там длинный, там Красный, маленький размером, да. как абрикос. Там, короче говоря, вот именно все виды манго, которые можно здесь попробовать. Welcome смотреть. Что? Крабы. Приехал к нам краб, любезно раздробленный. У меня получилось. Естественно, во всякие соусы я не хочу его сначала кунать. Крабная горчинка небольшая. Слушайте, здесь, когда вот они подразбиты, вроде бы получается даже полегче. Но вот, например, в этой части, здесь вот много тоже мяса, а здесь не подразбито. Привет моему дантисту. Ковыряться приходится. Ну давай еще клешень. Здесь у нас в чем интерес блюда заключается? Здесь только клешни. То есть можно заказывать сразу же вот так вот. Видите, они разломаны, разбиты. Соответственно, без всяких проблем можно, как говорится, оп, и вот оно. А вот это намного вкуснее клешня. У той был горьковатый слегка вкус, а здесь прям сладкий, хороший. А тебе с первого попался, да, удачный? Да. И почистился хорошо, и просто мясо было в идеале. Ну, на то она и крабница. Да. Понимаешь? Мы когда до этого пробовали, заезжали в крабницу и без крабов, и там было несколько комментов. Чуваки, а где крабы-то? Что логично? Попробовав несколько клешней, могу сказать следующее. По крайней мере, мне попалось так 50 на 50, но я уверен, здесь и остальные будут тоже хорошие. Сладкий, хороший краб, много мяса, и это действительно удобно. У тебя все подразбито, ты просто вот так вот клешенку раз, оп, убрал, и вот оно, мясо. И кусок мяса вот Да, в руке. да. Ну, а здесь вот то, что осталось, ложечкой Ну, взял, ложечка, значит, готово дело. Вкусный, нежный, замечательный краб. И я прекрасно знаю местные цены. Это недорого. Ценник, как всегда, появляется. Ну, то есть сюда можно приехать за крабом. В отличие от предыдущих каких-то блюд, крабы здесь мне зашли. И удобно. Очень удобно, когда все разорублено, достаешь и ешь. Ну, на вот этот сетинчик только. Ну, остается в конце немножко, так что не проживать. Но, как и с любым другим крабом, поковыряться, ребят, придется. Поэтому, если, как говорится, не брезгуете, если вот эта вот мелкая моторика у вас слегка развита, то вот, пожалуйста. Ну, а мы что, по-местному поступаем. Мы там тарелочку поставили и в тарелочку аккуратно складываем. А не, знаете ли, не уподобляемся до конца вьетнамцам, которые просто вот разбрасывают все по округе. Нет. Ребят, давайте тоже налетайте и прежде всего вкус и удобство очищения. Давайте. Ну и что ж, Жень, у нас тут последние два блюда остались, а именно каракатицы на пару
я уж не знаю, насколько сегодня свежие морепродукты будут. И второй момент – это куриные крылья под рыбным соусом. Да. С чего? Давай с каракати попробуем. Давай. Я вот люблю щупалки. Вот тебе, кстати, вторые щупалки тоже останутся. Очевидно, здесь либо одна крупненькая, здесь одна крупненькая. Жесткие. Ну, каракатица, она сама по себе более жесткая изначально. Но сегодня должен сказать, что да, что-то у них с морепродуктами не задалось. Помимо краба. Очень резиновые. И все. Давай так. Это да, это не то, что должно быть в идеале. Но я должен сказать следующее. Каракатица, она сама по себе немножко более жестковатая. Но это не означает, что она должна быть резиной. Она более хрусткая. Она более, борзая, что ли, с точки зрения, когда ты ее кусаешь. То есть кальмар, он такой, я мягкий. Каракатка, она такая, опа, кусни меня, и я как желатиновый такой медведик распадаться буду на части. Вот это каракатица. Но здесь, по сравнению с кальмаром, у нас было что? Кальмар — шина от велосипеда, а это покрышка от грузовика. Понимаешь? Да. Ром, тоже хватай кусок, потому что твое мнение нам важно. Вот. Мне что-то сегодня из морепродуктов, может быть, чуть-чуть где-то похожие ноготки, черенки, неплохие, хорошие гребешки. Лучшие гребешки. Всего это крабы, Отличные. а остальное что-то пока не очень. Ну вот курочку еще сейчас посмотрим. Слушай, да, полнейшие хероборы, я бы сказал, примерно 1 из 10 я бы ее оценил. То есть вообще совсем не то, что должно быть. Даже единицу жалко ставить. Спортбар. Спортбар. Ну а теперь что же, господа? Крылья под рыбным соусом. Знаю. Мы много раз их пробовали, но вот независимое мнение от туриста. И первое мнение, которое я хочу у тебя спросить, это по поводу нарубленности. Ты как привык больше? Тебе пофигу на нарубленность? Или ты хотел бы крыло нормальное, полноценное? Хотел посмотреть, что за сустав, уже разобрать уже как-то визуально, как знаешь. А это... Да. Или Понятно. вот так? Нет, не так. Нет, не так. Давайте попробуем. Вкусно. По вкусу, да, очень круто. Приготовленный соус подходит, который делали. Мягкие, вкусные. Острота. Острота где-то в конце есть чуть-чуть. Сделано очень круто. Единственное, что минус, вот эти вот маленькие кости, которые непонятны. Короче говоря, это два чемпиона, крабы и крылья. Крабы и крылья, да. Сегодня, получается, так, Ром тоже хватай, естественно. Потому что, нет, это неплохо. Курочка мягкая. Пускай сочности внутри какой-то там специальной, еще что-то нет, но соус крутой. Идеально подходит к рыбе. Ты будешь докапываться до нарубки вот этой? До рубки, да, до вкусового даже 10 из 10 для меня. Попробуй. Что у нас еще девушка скажет со своим нежным вкусом по поводу достаточно острого, ядреного, чесночного, загриленного вкуса этих крыльев? Слушай, я честно, остроты вообще почти не почувствовал. Да нет, она там острота есть. Где-то в конце вот так. Ой, ладно, про тебя уже все известно с остротой. Уже все написали. Вкусно, да? Вкусно, остро, но нормально. То есть по остроте даже для среднестатистического гражданина в виде девушки терпимо. Да, терпимо. Там сладко и остро, поэтому... Она как раз балансирует вкус, острота и там сахар и острота вот это как раз идеально подходит. Отлично. Подведем итог, господа. Сегодня крабница меня удивила. Подводя итог, Жень, прежде всего, ты сегодня познакомился с местным конкретным колоритом. Прежде всего,
Два вопроса. Как тебе бросание под стол всего? Для меня, конечно, это была жесть увидеть. Я до этого других видел, но не думаю, что здесь такое будет. Но немножко привыкаешь. Немножко привыкаешь, да, то есть такое расслабон, но все Да, равно мы да. положили тарелочки, под низ и Тарелочки, да. аккуратно складывали. Второй момент по поводу шума в данных заведениях. Очень много людей и часто пишут, что это просто невыносимо, ребят, у вас там шум сумасшедший. Как вот? Очень шумно на самом деле. Ну, опять же, со временем привыкаешь. Ну, то есть сидишь как бы через Ну, некоторые... сначала, да, немножко громко, а под конец как бы уже как все подстраиваешься. Мгм. Ну и самое главное, это по поводу еды. Есть с чем уже сравнить с Да. нормальным, хорошим рестораном. Опять же, заметь, здесь, в Фонтиете. И вот с местной вот этой вот забегаловкой. Ну, очень понравились два блюда из всех, что было. Это крабы понравились, это на первом месте для меня. И курица, которая была. Остальное все от силы на единицу. Ну, 0 единица. 0 единицы, да. И здесь, ребят, здесь действительно есть мне что добавить, потому что крабница меня сегодня удивила своей несостоятельностью. Именно по той простой причине, что черенки хреновые, гребешки, ладно, окей, что мы там еще пробовали, ну действительно, кроме крабов, Ну, и как забыл Женя добавить, говорит, что да. гребешки очень вкусные. в Талдомарте. Ну, вкусные, да, но наличия тех, которые мы хотели, Да. не было. Ну, Понимаешь? Ну вот, короче говоря, небольшое удивление. Я не могу сказать, что они теряют марку. Они как полный зал собирали, так и продолжают собирать. Но, ребят, нужно иметь в виду, что иногда, а я надеюсь, что это именно иногда, у них такое вот происходит. Но в целом, как тебе местечко? местечко вкусное, гостеприимное. Ну, своеобразное. Как бы, ну, местное есть местное. Аккуратно выбирает слова. Ну а с вами был Евгений. И Костян. Всем пока. Простите. Я аккуратно сложил. Сильно долго затягивать не будем. Меня жрут мухи.